Всем привет! Сегодня мы приехали на пробу вин на винодельню, которая называется Подернуово. Да, нас ожидает, судя по всему, не только проба, но и экскурсия, потому что нам сказали, что нам покажут производственные цеха. Вот. Ну, в общем, интересно. Так, мы сегодня последний день здесь завершаем знакомство с винным регионом визитом на винное производство. Вот, и мы уже сидим тут как сказать, нас завели, и сейчас нас поведут показывать все. Вот такой вот офис Подернуово. Вон у них там переговорки полностью стеклянные, где они могут с клиентами общаться. Тут ездит робот, который подстригает газоны. Очень круто. Такие идеальные подстриженные газоны на крыше офиса. Их виноградники располагаются только в Тоскане. На самом деле Тоскана уже заканчивается буквально затем. Уже тот холм, это уже Умбрия. Там за горами озеро, которое, как и нам рассказали, имеет песчаные почвы. Вот этот холм имеет очень много глиняных почв, которые серые достаточно здесь. А вон в ту сторону, там за холмами тоже есть озеро, которое тоже дает почвы. А вот этот вот большой холм, который здесь находится, вот этот вот, он охраняет их фермы от плохой погоды. В общем, здесь идеальное условие для выращивания классных местных вин. Вот у них внизу там бутылки стоят и кикер. Для хороших вин они используют вот эти бочки. Посмотрите, в них остался цвет. И они вручную давят виноград и опускают его на дно. А в больших нержавейках они купажи разных сортов вин производят более дешевое вино, но более простое и интересное. Все компьютеризировано, вон там основной компьютер. А эти нержавеющие баки еще и умеют охлаждать вино с помощью вот этих вот линий. Но идеально, конечно, не бывает, потому что в таком баке взаимодействие с воздухом не происходит, а для самого лучшего вина они используют деревянные бочки, потому что оно дает взаимодействие с воздухом. Здесь даже пахнет вином. Вот эта вот немецкая машина используется для производства белых вин. В Швейцарии и Германии знают, как делать белые вина, а вот это для красного вина. Она умеет сортировать самый лучший виноград и плохое отсортировать, а здесь сразу направлять на давилку в компьютеризированные нержавеющие баки. А вот этот пресс используется для отжима уже винограда, который прошел ферментацию. Они первые отжимают и оставляют для вкуса, а второе они отжимают, но не используют для вина в основном, а третий отжим они продают на граппу. Граппа – это водка или самогонка из винограда. После выдерживания вин они еще их убирают в такие бетонные танки. Как это по-русски сказать? В общем, вино отстаивается, весь осадок уходит сюда, отсюда он уходит, а отсюда берут вино чуть повыше. И это сделано из бетона и стекла, потому что их стратегия делать все из 4 материалов: дерево, стекло, и металл и бетон. Выдерживают вина. Основные их вина они выдерживают во французских бочках. У них здесь контролируется автоматически влажность и температура. Температура от 16 до 20 градусов. Они разбрызгивают воду, чтобы не высыхали французские бочки. А вот в Камерде-Франк они хранят в других бочках, потому что они тоже французские, но какие-то они другие. Для, например, Санджовези местного французские бочки не подходят, они слишком агрессивные, и они используют очень старые большие бочки, в которых есть такое устройство. В общем, оно позволяет что сделать? Оно позволяет выпускать воздух, но не впускать его внутрь, потому что там вода и 2 стеклянных сосуда. Это еще придумал Леонардо да Винчи, и можно это встретить в Авиньоне, где делают вино, и здесь в Тоскане. А маленькие бочки они используют для Санджовези, которые они отобрали. Это супер отборное вино с определенного участка виноградников. Вот это небольшая переговорка, в которой мы сейчас будем пробовать вина. Вначале нам дадут белое вино, для него, видите, такой поменьше бокал, а потом для красных вин будут более пузатые бокалы, водичка, оливковое масло. Сейчас нам принесут еще еды. Вот здесь такая штучка, сделанная из томатов, оливкового масла, хлеба и базилика, и еще трав. Вот здесь омлет их фритата, да,
потом рикотта чиз, потом с капустой фиолетовой и политая соусом из сыра, еще какие-то пожаренные цукини. Здесь принесли артишоки, здесь рулетики из курицы с овощами. Это ленивые равиоли, только внутренности равиоли, сыр вместе со шпинатом. Это когда у них времени нету пасту делать, они делают такие ленивые. И называется оно нюди, то есть голые равиоли. А вот это еще картошка с курицей или что-то такое. Все, пробуем белое вино, которое называется, между прочим, Николео. Это сыновья Джованни Булгари, который организовал эту винодельню. Это будущее их. В нем 50% шардоне, 50% грехетто. И это как раз две разные личности. Одна более элегантная и много у нее аромата, грехетто, которое в Умбрии в основном выращивают сорт винограда, а второй шардоне, международный виноград, который дает тело и достаточно, как сказать, плотное вино. Но мы пробуем, в общем. Как делает Парфенович. И следующие красные вина – это Терра, Аргирио и Сортио. Вино Терра, потому что оно смесь Мерло, Каберне Савиньон и третий сорт винограда – это Санджовезе, да. И они делают такое нетипичное для здесь сочетание, но очень питкое, очень ароматное. В нем очень много спайс, и они говорят, что надо есть это с сыром, можно с спайси едой, то есть с едой острой, например, солями итальянской. В общем, про первое вино я рассказал. В нем бленд 3 виноградов, а другое – это Каберне Франк. Они его делают во французских барриках, они его укращают, потому что без дуба не заберется из этого сорта мощной танины, они укращают его, танинов здесь мало, они его естественным образом фильтруют, то есть без фильтрации, а осадок просто отстаивают в этих бетонных. И на вкусе у него просто божественная текстура, он прямо сушит заднюю часть языка, идет такими, я не знаю, как крупинками прямо вино идет. И вкус у него, ну, как они сказали, должен быть вкус жареного перца, потому что, ну, я перца не чувствую, но может быть чуть-чуть, вот сейчас на послевкусе есть такие, знаете, сладостный перец пожаренный на гриле, вот чуть-чуть такого что-то есть. Но не прям, как они рассказали, но очень вкусно. Продолжаем. Как они сказали, большинство еды они производят на своих фермах. Например, пшеницу для хлеба они выращивают у себя на фермах. Помидоры они выращивают у себя. Сыр они заказывают, потому что сыр они не производят. Но мед и джем они производят на своих фермах. Ну и, конечно же, вино. И последнее вино нам отдельно про него расскажут, потому что это Санджовезе, скорее всего, будет. И оно будет абсолютно нетипично. Очередное удивление вечера – это разнообразие пекарина в регионе. Нам принесли 3 вида с трюфелем, с грушей и с блюберри, то есть с черникой. Из чего пекарин сделан? Пекарина из козьего сыра или из овечьего? Ну, из овечьего, по-моему. Из овечьего сыра. Ну, просто сыр такой вот... Как пармезан, только... Только, ну, да, это как бы похоже на пармезан максимально. Но... И его еще выдерживают, чтобы он более старый был, это более молодой, но очень крутой сыр, очень вкусный. Мы, конечно, немножко удивлены таким обилием вкусной еды, но, в общем, удается наша дегустация. Последнее вино, Сортирио, это имя основателя винодельни, точнее не винодельни, а ювелирного бизнеса Булгарии. Это человек, который переехал из Албании сюда, в Италию, в поисках лучшей жизни, открыл первый магазин, потом второй, и появилась эта империя его ювелирная. И в честь него Джованни Булгари назвал это вино. Он всегда ходил в черном, и это отражает суть вина. Оно сделано полностью из Санджовезе, 100% Санджовезе. Типичный виноград для этого региона Тоскана. И его нужно есть с банановым желе, которое готовит твой рот к танинам. Потом фисташки с... Я забыл уже, что это. Шоколадная масса с черникой, трюфельный орешек и в конце шоколадный
пирог, который делают во Флоренции из секретных ингредиентов. В общем, сейчас будем пробовать. Они еще рассказали, что у этого вина очень мощный запах дыма и сигар. Во Флоренции любят курить маленькие такие сигары, они совсем маленькие, тоненькие, и вот нам предложили понюхать и сравнить запах сигар тосканских и вина. Сейчас будем сравнивать. Ну что, Олечка, скажи, пожалуйста, что ты думаешь об этом последнем вине? Оно очень насыщенное. И как мне кажется, как мне показалось сначала, что там есть грибной вкус. Но потом мы с Димончиком посовещались и решили, что это не только грибы, а вот этот самый вкус умами, который нельзя описать нашими обычными вкусами, а вот именно такой вот он... Белковый? Белковый, крахмалистый какой-то. Вот. Очень интересно. Чем нам очень понравилась дегустация в этом месте. Очень классные бокалы, очень классное вино. Они всего несколько видов вин производят. Классный вид открывается, так что если будете в этом районе, заезжайте на эту винодельню на дегустацию. Нам очень понравилась эта дегустация. Нам еще подарили подарочки. Здесь открывается такой вид на всю долину. Такой закат прекрасный. Да, и само здание очень классное с точки зрения архитектуры. Его строили с задумкой, с идеей, да, и оно выглядит максимально не нарушающим как бы пространство. Да, здесь только используется бетон, стекло, дерево и металл, сталь. Что хочется сказать, нам очень понравилась дегустация. Это стоит 50 евро как бы на человека. Это достаточно дорого, но... экспириенс был супер. Нам все рассказали, да. Показали. Еда была очень вкусная, вино офигенное. И это была как бы экскурсия и дегустация на двоих, как вы поняли. То есть, ну, понятно, что это практически индивидуальный тур. Девушка была полностью в нашем распоряжении, там все вопросы. Так что, если будете в районе Палаццоне, в Сиене, обязательно заезжайте на эту винодельню и насладитесь жизнью. Да, офигенная. Как насладились мы. Офигенная дегустация, просто бомба. Говорят, что у них вся винодельня работает от геотермального источника, то есть они очень эко-френдли, но мы очень тоже эко-френдли. Мы приехали сюда на велосипедах, никакого выхлопа мы не сделали. Вот. Но вообще говорят, когда они собирают урожай, и у них им приходится использовать другую энергию, потому что не хватает термальных источников и солнечных батарей на их фермах, чтобы обслуживать все вот это оборудование. Наше последнее видео из Тосканы. Из Италии. Это было супер приключение, супер каникулы. Мы очень довольны. В общем, они нам рассказали, что у них 27 гектаров, если я не ошибаюсь, и они могут производить до 150 тысяч бутылок вина. Но они на самом деле производят 100 тысяч бутылок вина, потому что они за качество, а не за количество.